Всех приветствую на моем канале. Мой инсайдер предоставил мне информацию, которая очень порадует всех поклонников автомобилей Волжского автомобильного завода. АвтоВАЗ наконец-то может выпустить наследника легендарной «девятки». Так же, как и предшественник, автомобиль получит имя «Лада Самара». Новинка станет ее идеологическим преемником. Первая Самара была попыткой сделать по-настоящему европейский автомобиль. Машина даже изначально предлагалась лишь в популярном в Европе исполнении хэтчбэк в трехдверном и пятидверном. Седан появился лишь в начале 90-х. При этом Самара не была полностью оригинальной конструкцией АвтоВАЗа. Ведь в ее разработке участвовала немецкая инжиниринговая компания Porsche Engineering. Новая Самара также будет компактным хэтчбеком. При этом автомобиль будет представлять собой переработанный Renault Clio для европейского рынка текущего поколения. Еще в апреле этого года на территории АвтоВАЗа были замечены несколько Clio, доставленных туда для испытаний на ВАЗовском полигоне, и оценки возможности их эксплуатации на территории России. И очевидно, испытания показали, что автомобиль неплохо подходит к нашим условиям. В основе автомобиля лежит современная модульная платформа CMF. При всем этом большинство автомобилей Renault для российского рынка построены на бюджетной платформе B0. На этой же платформе выпускается несколько моделей АвтоВАЗа. На современной же платформе CMF в России продаются Nissan Qashqai и X-Trail, а также достаточно дорогой кроссовер Renault Koleos. При этом, по имеющейся информации, в ближайшее время планируется перевод модели АвтоВАЗа на новую платформу CMF, так как B0 уже просто не может соответствовать современным требованиям активной и пассивной безопасности. Новая Лада Самара должна стать первым автомобилем, выпущенным АвтоВАЗом на данной платформе. Автомобиль будет менее массовым, чем следующее поколение Лады Веста и Лады Гранты. А отработку новой технологии всегда целесообразнее проводить на менее массовых моделях. Кто-то может сказать, что компактные хэтчбеки B-сегмента совершенно не востребованы в России, однако это далеко не так. В конце нулевых годов множество подобных автомобилей очень хорошо продавались на нашем рынке. Тут можно вспомнить Opel Corsa, Ford Fiesta или Peugeot 206. Со временем они, однако, исчезли с рынка. И дело тут вовсе не в неприятии подобного форм-фактора покупателями, а в том, что подобная покупка со временем стала нецелесообразной. В конце нулевых произошел очередной подъем пошлин на импортируемые автомобили. Параллельно с этим в стране происходил бум по открытию новых автомобильных заводов в нашей стране иностранными брендами. При этом локализованные машины были дешевле импортируемых. Однако в то время все производители проводили локализацию. Автомобилей популярного C-класса, таких как Ford Focus, Chevrolet Cruze, Opel Astra или Peugeot 308. В итоге получилась ситуация, когда Fiesta в аналогичной комплектации стоила как более крупный Focus. Естественно, большинство клиентов предпочитало машину классом выше за те же деньги. В наше же время актуальность компактных и экономичных хэтчбеков только выросла. Плотность трафика в крупных городах за 10 лет значительно возросла. И компактные габариты автомобиля дают большое преимущество в условиях города. Кроме того, за последние десятилетия очень сильно возросла стоимость топлива. 10 лет назад большинство покупателей при выборе автомобиля не сильно волновались за этот параметр. Сегодня же экономичность стала важным параметром при выборе машины. Также не стоит забывать о службах каршеринга. Таким службам важно предложить клиентам комфортабельный автомобиль, который будет удобен в городе, и при этом расходовать немного топлива. Неспроста у нас в каршеринге появились даже европейские автомобили А-класса. Да и в целом, многие городские жители не прочь пересесть на компактный автомобиль, созданный не по шаблонам эконом-класса и ассоциирующийся с такси, а полноценный европейский комфортный автомобиль, при разработке которого, например, не экономили на безопасности. По прогнозам экспертов автомобильного рынка, продажи Лады Самары должны находиться на уровне 30-40 тысяч автомобилей в год. То есть больше, чем, например, сейчас продается X-Ray. Что касается непосредственно новинки, то новая Лада Самара сохранит силовую структуру кузова европейского Renault Clio. Также будут общие двери. Однако остальные внешние кузовные панели будут полностью оригинальными. Новая Лада Самара получит переднюю и заднюю часть в фирменном вазовском стиле. Передок будет украшать характерная X-фигура. Передние фары будут полностью светодиодными. Автомобиль будет оснащаться колесами с дисками от 15 до 17 дюймов. Ручки задних дверей встроены в оконные стойки, что делает их скрытыми от наблюдателя.
Сзади автомобиль также будет смотреться крайне динамично. В общем, лично мое мнение, что автомобиль получился очень красивым. Напишите, пожалуйста, и вы, как вам новый дизайн Лады Самары. Экстерьеру ни в чем не уступает и интерьер. Передняя панель новой Самары будет выполнена из мягкого пластика. Сам салон в дорогих комплектациях может быть двухцветным. Кроме того, его будут украшать цветные вставки. У автомобиля будет полностью цифровой приборный щиток. По центру расположится вертикальный дисплей мультимедийной системы планшетного типа. Такая мультимедийка будет у всех Самар, даже в базовой комплектации. Сама мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль будет штатно оснащаться сервисом Яндекс.Авто со встроенным Яндекс.Навигатором. Будет и много опций, повышающих комфорт, таких как климат-контроль, подогрев лобового стекла, руля и задних сидений. В качестве опций будет доступна панорамная крыша, электропривод водительского сиденья и кожаный салон. У автомобиля будет электромеханический стояночный тормоз. Что немаловажно, в отличие от большинства автомобилей для нашего рынка, на которых большинство средств активной и пассивной безопасности появится лишь в дорогих комплектациях, новая Лада Самара будет хорошо ими оснащена уже в базовой комплектации. Это должно стать своеобразной фишкой модели, которая будет подчеркивать ее направленность на покупателей с европейскими взглядами на жизнь. Автомобиль уже в базе будет оснащаться системами ABS, ESP и 7 подушками безопасности. За доплату уже будет предлагаться активный круиз-контроль, система автоматического торможения и система удержания автомобиля в полосе. У автомобиля будет достаточно вместительный задний ряд сидений. За последнее время колесная база европейских хэтчбеков значительно возросла и теперь практически не уступает нашим растянутым B-седанам. Что касается техники, то новая Лада Самара будет обладать очень жестким кузовом, и в то же время автомобиль будет легким благодаря массовому использованию высокопрочных сталей. Снаряженная масса автомобиля в топовой комплектации будет составлять тонна 250 килограмм. Таким образом, автомобиль будет заметно легче той же Весты. Все это вместе обеспечит машине как очень высокую пассивную безопасность, так и завидную экономичность. Расход топлива в городе будет составлять скромные 7 литров. На трассе можно будет уложиться в 4 с небольшим. Что касается ходовой части, у автомобиля будет передняя подвеска типа Макферсон и задняя полузависимая балка. Все тормоза будут дисковыми во всех комплектациях. Базовым двигателем для новой Самары станет ниссановский двигатель 1.6, выдающий 113 лошадиных сил. Такая машина будет доступна как шестиступенчатой механикой, так и с вариатором Jatco GF015E. До сотни машина с механической коробкой будет разгоняться за 10,5 секунд. Версия с вариатором за 12. Также для Самары будет предлагаться турбомотор объемом 1,33 литра, выдающий 150 лошадиных сил, который устанавливается и на Renault Arcana. Подобная машина будет предлагаться семиступенчатой роботизированной коробкой DCT. До сотни такая машина будет разгоняться за 8,5 секунд. Такая модификация получит имя Lada Samara Sport. Lada Samara с турбомотором будет отличаться более производительными тормозами, а также некоторыми отличиями в интерьере. В частности, у нее будут спортивные передние сиденья. Каких-либо прямых конкурентов у новой Самары на российском рынке фактически не будет. Последний европейский хэтчбэк B-класса Ford Fiesta ушел с рынка вместе с компанией Ford. Kia Rio X-Line является достаточно бюджетной машиной. Фактически новинка займет пустующую нишу. Что же касается цен, новая Lada Samara будет начинаться от 950 тысяч рублей с мотором 1.6 и шестиступенчатой механикой. При этом базовая комплектация будет далеко не пустой. В ней уже будет 7 подушек, кондиционер, система ABS и ESP и достаточно продвинутая мультимедийная система. Базовая машина с вариатором будет чуть дороже миллиона. Версия с турбомотором и роботизированной коробкой будет доступна лишь в дорогих комплектациях. Такие машины будут начинаться от 1 200 000 рублей.
полностью упакованная Самара обойдется приблизительно в 1 400 000 рублей. Достаточно дорого, но нужно сказать, что, например, тот же Volkswagen Polo и Skoda Rapid в максимальной комплектации с турбомотором стоят не сильно-то дешевле. При этом, купив такую Самару, человек уже не будет ездить на машине с репутацией такси эконом-класса. В общем, с высокой степенью вероятности можно сказать, что запланированные 30-40 тысяч автомобилей в год вазовцы продавать смогут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, готовы ли вы купить за такую сумму компактный современный европейский хэтчбэк или отдадите предпочтение бюджетному кроссоверу за эти деньги. Какая покупка выглядит более целесообразной? Лично я, как человек, который не очень любит кроссоверы, новую Ладу Самару скорее бы всего купила. Тем более, что мне очень нравятся компактные, хорошо управляемые, динамичные автомобили. В общем, жду ваших комментариев. Что касается сроков производства, то по имеющейся у меня информации, предоставленной инсайдерами, оно может начаться ориентировочно в 2022 году. Так что ждать уже осталось недолго. На данный момент это вся информация о новой Ладе Самаре. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк, ведь только ваша поддержка позволяет мне уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!